Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о компактном монокуляре от немецкого бренда Bresser, а именно о модели Zoom-Mar 8-25×25. Поехали! Итак, друзья, компактный монокуляр Bresser Zoom-Mar 8-25×25. В первую очередь он интересен тем, что обладает сверхкомпактными габаритами, его с легкостью можно положить в карман и пользоваться им только тогда, когда он будет необходим. Во все остальное время вы даже не заметите, что он находится с вами. Во-вторых, у него достаточно широкий диапазон увеличений от 8 до 25 крат, соответственно, это и широкие возможности для наблюдений. В-третьих, прибор имеет функцию наблюдения за очень близко расположенными объектами, начиная от 50 сантиметров. То есть, по сути, им можно пользоваться как мощной лупой. Друзья, в чем же подвох? Есть ли хоть какие-то недостатки у данного прибора? Давайте разберемся в этом, переместимся к нему поближе и посмотрим на него поподробнее. Монокуляр Bresser Zoom-Mar 8-25×25 оснащен прочным алюминиевым корпусом с внешним резиновым покрытием, предотвращающим выскальзывание из рук пользователя и придающим большую герметичность конструкции. Прибор пыли и влагозащищен. Масса модели составляет всего 124 грамма, а габариты крайне компактны – 127 мм в длину и 32 мм в окружности. Монокуляр легко умещается на открытой ладони. За оптическую составляющую отвечают линзы из недорогого стекла марки БК7 с полным, то есть нанесенным как на внешней, так и на внутренней стороне линзовых склеек многослойным просветляющим покрытием, которое легко идентифицируется по цветным бликам на главном оптическом элементе 25 мм объективе и окуляре. Последний оснащен резиновым наглазником, защищающим от боковой засветки при наблюдениях, а также имеющим длину примерно равную выносу выходного зрачка, то есть прижав его к глазнице, вы получите оптимальное расстояние между глазом и линзой, на котором изображение будет наибольшим по площади и комфортным для восприятия. При необходимости наглазник можно скрутить, что актуально в том случае, если вы носите очки. Перед окуляром расположены основные механизмы управления прибором: кольцо смены увеличений с отметками двух крайних значений 8 и 25, а также кольцо фокусировки, при манипуляции с которым происходит выдвижение корпуса, приводящее к смене расстояния между окуляром и объективом. В центре прибора при этом открывается шкала, показывающая, на какую дальность настроена резкость в текущем положении. Друзья, напомним, что панкратическая система, то есть зум или переменная кратность, ограничивает оптику в некоторых аспектах. Во-первых, сужает угол обзора, даже на минимальном увеличении у нашей модели он составляет всего 4 градуса, а во-вторых, сильно редуцирует светосилу, с повышением кратности заметно падает яркость изображения, хотя в то же время делает прибор универсальным для большого круга задач. Для приведения монокуляра в режим работы по близко расположенным объектам и получения возможности фокусировки на расстоянии до полуметра необходимо выдвинуть объектив вперед, на что указывает специальный маркер со стрелкой near, что в переводе означает около или рядом. Таким образом, модель имеет три механизма управления, отвечающие за настройку кратности, резкости и макрорежим, что поначалу несколько дезориентирует, ведь мы привыкли, что монокуляры имеют, как правило, только ручку фокусировки и максимально просты в работе. Однако и Bresser Zoom-Mar отлично осваивается уже буквально через 10-20 минут использования. В комплекте с прибором мы найдем все необходимые аксессуары: нейлоновый чехол на липучке для удобного хранения и переноски, наручный ремешок, продевающийся через ушко на корпусе монокуляра, и салфетку из микрофибры для протирки линз от влаги и загрязнений. Что ж, друзья, пора перейти к тесту. Область, за которой мы наблюдаем, находится на расстоянии порядка 190 метров от нас, и благодаря 8-кратному увеличению мы видим ее так, как если бы располагались всего в 24 метрах и смотрели невооруженным взглядом. Осенняя погода Санкт-Петербурга создала неплохие условия для стресс-теста. Дождь, пасмурное небо и отсутствие яркого дневного освещения в совокупности с небольшим объективом и зум-системой, которая априори режет светосилу прибора, приводит нас к ожидаемо темной картинке
картинки даже на минимальном увеличении. Справедливости ради отметим, что и наш способ съемки камерой через окуляр прибора несколько ухудшает общее качество изображения, и при непосредственном тестировании оно предстанет более ярким, резким и в большем разрешении. В то же время картинка Bresser Zoom-Mar 825×25 практически лишена аберраций, выглядит очень ровной, резкой по всей площади изображения. А с повышением кратности выходной зрачок не сужается, а наоборот увеличивается, за счет чего нет пресловутого тоннельного эффекта, мешающего комфортному наблюдению. Резюмируя ранее сказанное, друзья, делаем вывод. Большой минус монокуляров Bresser Zoom-Mar в их низкой светосиле, которая ограничивает работу в условиях недостаточного освещения. Однако при ярком дневном или искусственном свете эти приборы по-настоящему раскроют себя, выдавая добротную картинку без существенных искажений. А так выглядит область, за которой мы наблюдали без увеличения с нашей обзорной точки. Потестируем и макрорежим. Монета в поле зрения монокуляра имеет диаметр всего 17,5 мм и находится от нас на расстоянии около 50 см, что является пределом близкого фокуса по характеристикам, указанным производителем. Однако на практике прибор можно сфокусировать и на более близко расположенных объектах, вплоть до дистанции около 30 см. На монете прекрасно различимы детали гравировки и ребра, нанесенные вдоль торца. Картинка при этом все так же лишена аберраций и радует высокой четкостью. Таким образом, прибор действительно способен, помимо функций монокуляра, выступить и в роли мощной лупы или небольшого микроскопа, что значительно расширяет диапазон его применения. Итак, друзья, как мы с вами поняли в ходе нашего сегодняшнего обзора и теста, модель Bresser Zoom-Mar 825×25 хоть и является крайне интересным и универсальным прибором, но и не лишена своих недостатков. В первую очередь они вызваны использованием системы Zoom. Как мы помним, сменная кратность всегда ведет за собой определенные ограничения. Это достаточно узкий угол обзора и понижение яркости с повышением увеличения. То есть на больших значениях кратности картинка начинает сильно темнеть. Особенно, друзья, это сказывается именно в данном приборе, так как у него и без этой системы Zoom не очень светосильные объективы. Это маленькая линза с диаметром всего 25 мм собирает не очень много света и даже с фиксированной кратностью давала бы не самую яркую картинку. Здесь же, друзья, что мы и наблюдали в ходе нашего теста, прибор при недостаточной освещенности, даже, например, при высокой облачности или дожде, в дневное время суток выдает картинку темноватую для комфортных наблюдений. Но не будем забывать и о несомненных достоинствах этого инструмента. Во-первых, если на улице достаточно яркая солнечная погода или же вы работаете с этим монокуляром в условиях хорошего искусственного освещения, то на всем диапазоне кратности он будет радовать вас нормальной, приемлемой по яркости картинкой. Во-вторых, за счет функции наблюдения за сильно близко расположенными объектами прибор выполняет функцию и мощной лупы, и даже в какой-то степени карманного микроскопа. С ним без труда можно будет проверить монеты или купюры, изучать минералы, мелких насекомых, да и в принципе многие другие задачи становятся доступны благодаря такой полезной функции. Ну а в-третьих, это, конечно же, его компактные габариты. Таким широким функционалом не каждый прибор сможет похвастаться даже в полноценном корпусе, а тут мы имеем дело с ультракомпактным прибором, который легко умещается на ладони, да и в целом в кармане, либо в женской сумочке. Таким образом, друзья, данный монокуляр можно рекомендовать для широчайшего круга задач, например, для городского туризма, для посещения различных культурных мероприятий, либо спортивных событий, для занятий нумизматикой, филателистикой, инсектологией и многими другими вещами. Да и в целом, друзья, это прибор, который спасет вас в тех случаях, когда вам экстренно нужно посмотреть за каким-то сильно отдаленным объектом, но вы не носите с собой постоянно габаритный бинокль или зрительную трубу, а вот этот монокуляр у вас всегда при себе. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем и получать о них уведомления. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих видео, или вы имели опыт общения с такими компактными многофункциональными монокулярами и хотите им поделиться, оставляйте все это в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!